YouTube, Старину. Да? YouTube Ну, канал. можете меня снять. Я О, тут родилась. 77 лет 2 сентября исполнилось. последние, наверное, погожие денечки в этом году. Наверное. Вон, видишь деревянный дом? Да. Вот. Во двор можешь прям заезжать. С той стороны дома. Закрыто. Может, и тут встанем? Давай, да. В 1941-1943 годах здесь располагалось посольство Чехословакии. Известный самарский адвокат Петр Павлович Подбельский начал строительство этого особняка в 1901 году, а до этого он проживал в соседнем деревянном доме. Его мы позже увидим. Будучи гласным городской думы, Петр Павлович предлагал вымостить улицы Самары булыжным камнем. Но так как это было дорого, то большинство в Думе его не поддержало. А могли бы быть мостовые и в Самаре. Сын Петра Подбельского, Георгий, пошел по стопам отца, получив юридическое образование. В 1915 году он стал присяжным поверенным. Но после революции в 1917 году их дом национализировали, а институт присяжных поверенных был упразднен, и Георгий остался без средств к существованию. Найти свое место при новой власти ему помогло то, что он в свое время еще обучался графике и живописи. На этой стезе он занялся преподавательской деятельностью, стал секретарем правления самарского филиала Ассоциации художников революции. В 1948 году в Куйбышевском художественном музее состоялась его персональная выставка, где были представлены его пейзажи и графический альбом «Старая Самара». Жил Георгий Петрович с семьей в обычной квартире в доме номер 50 на улице Степана Разина, где и скончался в 1955 году в результате несчастного случая при использовании электрического обогревателя. Вот на тут. 135 лет. Вот снял я его, да.
111, да. Ну вот все ничего, но обещали. Видите, трескается дом. Это у них черный ход там. Возможно, с этого балкона Петр Павлович Подбельский наблюдал за строительством своего нового особняка.
Изначально в 1870 году усадьба принадлежала самарскому купцу второй гильдии Арону Мавшевичу. Угловой дом он сдал в аренду провизору Федору Рунне под аптеку. В 1874 году усадьбу вместе с аптекой покупает другой провизор Николай Карлович Позорн. Аптека работала круглосуточно и по количеству отпускаемых лекарств была на первом месте в Самаре. Во дворе дома были службы каменные с каретником, конюшней, сеновалом, баней и погребами. С 1893 по 1918 годы усадьба принадлежала Марии Михайловне Позорн, вдове Николая Карловича. YouTube, Старину. Да? YouTube канал. Можете меня снять. Я О, тут родилась. 77 лет 2 сентября исполнилось. Хозяин вот это вот на Ленинградской на углу была аптека. Аптека. И это хозяин. Вот здесь была конюшня и сеновал. Ну, при мне уже лошадей не было. Сделали туалет. А там наверху была контора. Ну вот, а тут вот, это тут уже разломали все. Тут одни сараи были. Тут вот, тут знаете кто? Я бегал с ребенком, эти кастрюли, лудильщик жил в семье своей. вот еще застали какие времена, да? А я про что и говорю, я до такой степени уже молодая, что уже вот это вот я все это помню. У нас все тут заросшее было, и с Ленинградской свадебные приходили, потому что зелени много, красиво. Все. Съемки вели, да? А сейчас Фотографировались здесь. даже удобств, конечно, нет, мы сами все прилепили. Только туалет тоже не был. Вот туалет здесь был. Здесь вот колонка была. Вот. А так у нас, с одной стороны, у нас кухни были, но в войну, после войны, вот я застала, я 48-й, на кухнях жили. Кухни как таковой не было. Потом, а в этой половине кухни вообще не было. Вот 4 комнаты. Коммуналка. Коридор узкий. И я со временем все. У нас было мало 4 детей. И хозяин пришел в эту подвал. И это. Вызывали милицию, тоже без этого не обходится. Шорох такой. Вот. И это. Я потихоньку все отхлопотала. Родители умерли. 4 комнаты. Вместо кухни одна и 3 комнаты жилые. В одной комнате сделали туалет, приделали. А в другой душ. Вот так вот живем. Понятно. Ну вы не возражаете, если ваши кадры мы вставим? Давай не В старину вставим. Я бы еще, да, что сказала. Но вы все равно ничего не вставите. Ну, у нас потому что канал такой лояльный. Дом был построен в 1870-1871 годах. Изначально принадлежал землемеру Павлу Алексеевичу Леонову. Потом был продан врачу Василию Ивановичу Малицыну. А уже в 1892 году его купила Мария Михайловна Позорн. Здесь учились дочери православного духовенства. После 6 лет обучения им присваивали звание домашних учительниц.
левой стороны здания раньше была пристроена домовая церковь. В 1918 году епархиальное училище было закрыто, а домовая церковь просуществовала до 1924 года, когда в здании училища уже была швейная фабрика «Красная звезда». Сейчас мы пройдем через двор, а потом по улице вернемся сюда. Окно заделали. Жилой корпус был оснащен всем необходимым – электричеством, водопроводом, канализацией и отоплением. В здании были умывальная и бельевая комнаты, столовая и буфет. В этой части здания находилась школа на 40 учеников, квартира учителя и смотрителя. На втором этаже была кухня, контора и несколько комнат для сдачи в аренду. Мы уже рассказывали, что раньше это была Казанско-Богородицкая единоверческая церковь. И как часто бывает в местах попрания святынь, происходят события, дающие почву для легенд. Говорят, что в начале 1940-х здесь скоропостижно скончался молодой директор столовой. Одна из поварих сошла с ума. Народная молва все это связала с призраком, пугающим людей. Может, это была хозяйка похоронного бюро из нашего ролика «Опасная сделка».
Она просто попросила ложку для простукивания стен. Впрочем, не будем ерничать. Вдруг люди действительно пострадали.